Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. К чему все идет? Таро прогноз на 10 дней, на декаду с 11 по 20 ноября. Ноябрь сам по себе месяц где-то сюрпризов и метаморфоз. Дважды с учетом как и периода большой ретроградности, так и Плутон, планета, которая как раз 20 числа окончательно помещается в знак зодиака Водолей. И если прежний знак зодиака Козерог, в котором она была очень долгое время, в течение 20 лет, теперь столько же будет Водолея. Но Козерог – это какая-то система иерархии, это некоторые рамки, это то, что мы могли хотеть осуществить, но нас все время могло что-то возвращать, удерживать. А вот теперь нет, по Водолею это больше индивидуальности, больше свободы, больше самовыражения. Ваша миссия, мои дорогие рыбы и рыбки. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте гороскоп, сверьте свои планы с расписанием звезд, и я думаю, тоже какие-то подсказки будут. Итак, у нас сегодня две колоды. Колода Ленорман. И мы на Ленорман, не задавая дополнительных вопросов, не предвосхищая события, а как раз позволяя картам раскрыть нам эту последовательность. Достанем 4 карты и посмотрим, с чем будут наиболее связаны эти 10 дней для вашего знака зодиака, или какая сфера жизни проиграется, как мы говорим, или с чем вы можете столкнуться. Итак, 4 карты. Ленорман чаще как раз о событиях передает нам. Итак, карта первая. Карта вторая. Если мы заявили «Узнай будущее», значит, каково это будущее? Или, правда, какой-то вопрос, к чему идет, если вы ждете каких-то решений? Как развиваться будет, может быть, обстановка вокруг вас в конечном итоге, приводя вас к какому-то знаменателю? И на колоде Таро мы дополним. И здесь мы как раз спросим. Неожиданность. Таро – неожиданность. Одна карта. Либо сфера жизни, либо какое-то новое событие, чего касается. Вторая карта будет называться «Ваша сила». В чем она? Или что вам помогает? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы, у кого что. Финансы, денежная энергия. Личная жизнь, как видят карты. И карта «Совет», которую мы раскроем в самом конце нашего расклада. Итак, что же, ух ты, за события? Дальше можно не смотреть, не гадать. Раньше выпадала карта Солнца и говорили: у тебя все прекрасно, иди спокойно. Понятно, что на 1000, на 100%, ну, такое бывает редко, когда все прямо вот по-нашему идет, и как и плану, или по нашим желаниям, но как минимум одно, как желание или какая-то кульминационная возможность. И это может быть как своеобразная перезагрузка у вас как раз исполнится. Почему говорю перезагрузка? Потому что карта выбора правильного направления. Пусть это чаще проигрывается в Таро, но мы все же соединим эти значения, и последующие полгода для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, будут очень важными, потому что выбрать как раз направление может быть по части вашей, к примеру, учебы, чем вы будете учиться, заниматься, или в какой области, в каком направлении, может быть, узкая какая-то специальность, которую вы хотите освоить. Так вот, что вы будете в дальнейшем развивать? Это и есть где-то ваше счастье, или дорога к солнцу, или дорога к тому, что вы измените качество жизни. Ведь это карта радости. С арканом Солнца это возможности, причем такие удивительные возможности. И нужно чего-то вам точно не пропустить, мои дорогие. Да, обучение какое-то, у кого-то как предложение обучения или предложение участия в новом проекте, в новом деле, в новом направлении. Вы можете, даже если вы сейчас работаете, тоже сесть так вот за парту или
условно говоря, да, может быть, кто-то онлайн, дома, по вечерам, а то и по ночам учится, но значит, это не есть те знания, которые ради любопытства. Это то, что мы переложим на практику, и в последующем перед нами откроется еще как шире горизонт, как шире возможности, как вообще наш кругозор, может быть, взгляд на мир, взгляд на себя самого и то, что вы хотите в жизни осуществить. Да, изучать придется. У кого-то банально может проигрываться изучение, кто-то изучает языки, кто-то пошел сдавать на права, правда, изучают правила дорожного движения. Мы все люди на планете Земля, и поэтому это может быть какой-то именно материализм. Но вам нужно, прежде чем вы что-то получите, доизучить или изучить более глубоко. И потом вот эти знания вам будут, или навыки, какие-то, может быть, как скиллы или как ремесло для кого-то, оно вам тоже пригодится. Что-то вы будете уметь делать более правильно, или вы будете разбираться в каком-то вопросе. Может быть, кто-то изучает юриспруденцию, как в отношении меня работают законы, или вы хотите бизнес открыть, и тоже нужно и согласование провести, и партнеров найти, и свою какую-то концепцию или бизнес-план составить. У каждого своя какая-то задумка. И вот то, что вам интересно, вы этому будете уделять внимание. Ну, наверное, в эти 10 дней вопрос еще и личной жизни, но в этой колоде Ленорман у нас аист изображен один. Поэтому у кого-то может быть, даже если вы один или одна, знаете, с одной стороны, может быть желание как раз уделить больше времени не столько вопросам личной жизни, сколько вопросам самодостижений, собственных амбиций, каких-то планов на будущее. Я такое могу предположить. У кого-то может проиграться взаимоотношения с человеком, и вы находитесь с ним сейчас на расстоянии, и будете как раз продумывать, как нам встретиться. Кто-то будет действительно учить иностранный язык, мало ли. Может быть, этот переезд, который вы, кстати, тоже с учетом аркана Аист, планируете куда-то далеко, и там, в другой местности, вам нужно отстроить новую концепцию жизни, новое жилье, обустройство какое-то, себя организовать, может быть, себя еще к чему-то адаптировать. А для кого-то из вас, мои дорогие рыбы и рыбки, надоело буквально одиночество, и вы тоже будете думать, с кем познакомиться. Кстати, отчасти карты говорят, иди на курсы. Можно и так расценивать, как будто смени социум. И как раз добавь больше новых людей в твоей жизни. И тогда и жизнь заиграет другими красками. Тогда и общение будет больше приятного. Для тебя будет больше интересов и, опять же, каких-то больше возможностей. Но вопросы дома, вопросы самые разные, новых направлений, изучений, или ваш комфорт дома тоже может проигрываться. Но для кого-то новые знакомства, может быть, они состоялись недавно, и вы пока еще не определились. И тогда по аркану книга вам захочется понаблюдать как будто за человеком. Не могу сказать, что вы прямо так с места в карьер, в какие-то отношения, мои дорогие рыбы и рыбки, готовы в омут, как в омут точнее, провалиться. И аркан сад нет. Здесь может быть одно какое-то знакомство, а вас заинтересует более широкая общность людей или какой-то социум, или в принципе какие-то могут быть самые разносторонние контакты по аркану сад, люди разные. У кого-то люди говорят на разных языках, может быть работа ваша с этим связана, может быть работа с большим объемом информации. Вообще сама по себе, или точнее сам период 10-дневный для вас будет достаточно активным. Он вам понравится. Хотя Аист-1, карта может говорить об усталости, когда хочется где-то несколько абстрагироваться, привести мысли в порядок или попросту отдохнуть. Но какая-то игра определенно стоит свеч. Да, абстрагироваться будет хотеться неожиданность. Вот как раз в неожиданности может быть такое желание, как я устал. Может быть, это совершенно необходимо для того, чтобы с чем-то определиться, мои дорогие. Посмотрите, аркан отшельника, он никогда не выпадает просто так. Какой-то должен пройти период, ну, может быть, даже нашего одиночества, обособленности, я не побоюсь этого сказать, когда хочется побыть в тишине,
наедине с собственными планами, собственными проектами, оценить собственные возможности, опять же, и какую-то внешнюю обстановку. То есть вот те приложенные усилия, они должны быть очень целенаправлены, не в пустоту. И я должна сказать, в неожиданностях никто не мешает. Я очень люблю эту карту, потому что все то, что я задумываю, и если она выпадает, у меня обязательно получается осуществить, поскольку помех нет. Иногда бывает ведь в нашей жизни и так, что мы себе планов можем настроить, меняется что-то в жизни наших близких. Или какой-то аврал на работе, и так тоже бывает, правда? И мы, находясь в этих обстоятельствах, не можем осуществить то, чем бы мы хотели заниматься, или чему хотели бы больше времени уделить. А вот здесь помех нет, поэтому какое-то буквально ваше золотое время. Вам это может вас удивить, даже все же это в неожиданностях, что либо тот проект, который вам интересен, его важно будет сейчас сохранять где-то в тайне или себя где-то оберегать от тех событий, которые могут вам добавить каких-то неопределенностей, заставить участвовать в тех делах, вопросах, которые вам не интересны, но вот как по слову надо. И поэтому вы так можете желать несколько отойти от дел, чтобы уменьшить нагрузку, к примеру. Вот есть такой момент. По карте отшельник мы всегда думаем на высокое, с учетом аркана Солнца. И это если планы или активность, как я сказала, выбор направления и активность на 6, 7, 8, может быть, даже месяцев, такая наиболее выраженная активность, то тогда по аркану отшельник это наши какие-то высокодуховные планы или какие-то цели, намерения, которые именно должны увязываться вот с этим периодом в 6 месяцев на какое-то продуктивное время, когда вы именно себя должны поставить, мои дорогие рыбы и рыбки, на первое место и где-то надеяться сами на себя. Значит, есть какой-то удивительный план, который вам нужно обязательно как миссию осуществить. Верховная жрица. Эта карта всегда говорит о независимости. И Верховная Жрица пусть в других колодах Таро изображается среди двух колонн. Одна темная, другая светлая. Светлая – это то, что нам демонстрирует. Темная – это то, что мы должны прочувствовать интуицией или сами догадаться. Потому что это как где-то причина и следствие. Так вот, следствие – это то, что наяву, а причина – она где-то в тени. Поэтому где-то сродни карта отшельнику достаточно холодна, когда нет бурных эмоций. Правильная оценка ситуации, правильная оценка самого себя, своих возможностей. Карта всегда говорит, если мы спросили, что вам помогает, молчание, мои дорогие. Счастье и удача любят тишину. По аркану Верховная Жрица, ведь прообраз этой карты Ля Папесса, уж та, которая умела точно хранить тайны. Поэтому о себе много не рассказывайте. Вам могут задавать подобные вопросы. А расскажи, а как у тебя дела, что у тебя в личной жизни, а что ты собираешься делать? Ну, наверное, самая разная палитра. А вы должны так красиво и элегантно уходить от этих вопросов. Свое что-то как намерение, цель нельзя разглашать. Тогда вам дважды подобные энергии помогают. Или не увязнуть в каких-то договоренностях, мои дорогие. Вам тоже это помогает. Не взять на себя какие-то ненужные обязательства. Вам опять же это помогает. Уйти где-то красиво, может быть, отступив полшага назад, не сказав ни да, ни нет. У вас получится, это точно. Может быть, и придется где-то сыграть, одеть маску. Но тогда это ваша, опять же, сильная позиция. По крайней мере, это вам помогает. И есть какой-то ваш план, опять же, миссия. И это намного более важно, нежели какие-то мелкие планы, может быть, других людей в этот период времени, в эти 10 дней. А людей будет в жизни вашей много. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес, учеба, правда. Но миссия, вот ничего не скажешь. По аркану Иерофанта это то, что нам по судьбе. И это ваш личный путь наверх, не случайно лестница. И по этой лестнице нужно пройти очень аккуратно. Мы поднимаемся на одну ступень и словно сдаем жизненный экзамен. Или мы не торопимся. Мы должны оглядеться, осмотреться. И только потом идти уже дальше.
некоторые, может быть, медленные действия, медленные события, но вот эта размеренность укрепляет, опять же, ваши позиции. Если мы переведем на наш земной язык по карте Иерофант, высокие согласования, какие-то высокие чиновники, контакты с людьми, отчасти, может быть, властными или теми людьми, которые для вас как учитель могут быть. Кто-то буквально учится, потому что по аркану Иерофант вы можете выступать как и в роли учителя, так и в роли ученика. Может быть, это будут контакты, когда вы согласовываете те или иные важные документы сразу в нескольких инстанциях. И тогда, поверьте, мои дорогие рыбы и рыбки, если не в один кабинет, а пусть их будет 10, 20, вам нужно пройти вот эти согласования. И, может быть, аж кровь закипает в жилах от того, что это долго. И все же, это будет намного быстрее, нежели мы начнем спорить и застрянем в одном каком-то кабинете. Мы никому ничего не доказываем, себя буквально сохраняем и сохраняем в тайне наши намерения. Но что-то у вас более чем осуществимо. Именно на кону у вас стоит в эти 10 дней. По аркану Иерофант судьба нам помогает. Давайте посмотрим, что у нас по части финансов. Вот королева жезлов – это та, которая умеет обращаться с деньгами, работать, кстати, с информацией, с большим объемом людей, информации. Уже прежде какой-то печальный опыт она прошла, и она еще раз не хочет найти какие-то старые грабли. Поэтому этот опыт сделал ее осмотрительной. Но где-то промолчание. Пусть не в этой колоде так явно, но даже здесь изображен черный кот, надеюсь, видно. Это о чем говорит? Она умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. Может быть, у кого-то напрямую контакты с людьми по части денег, с человеком, который родился под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Тогда примите во внимание, планы человека вы никогда не узнаете. Он умеет хранить эти самые тайны, и чужие, и свои. Он уйдет, найдет 1001 способ, как уйти от какой-то как и конфронтации, так и буквально прямого ответа. И, может быть, вам-то карта выпадает Верховная Жрица по значению еще более выше, чем Королева Жезлов. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, храните молчание. Может быть, и для вас. Кстати, с учетом вот такого дуплета имейте заначку. Правда? Заначку имейте. Пятерка выпадает. Пентакли – это всегда карта может говорить о том, что некоторый недостаток по финансам может быть. Так вот, у вас что-то на кону стоит важное, поэтому вы себя обесточить не должны. Как-то продумайте красиво свою тактику по части финансов. Но это может быть еще и карта недопонимания. Мы все ждем, что что-то поменяется, или человек изменится, или дверь какая-то откроется. А нам говорят, это не произойдет. Некоторая перезагрузка, вам ее нужно будет делать. Может быть, устранить недопонимание. Вот это тоже проходит по пятерке пентаклей. Поэтому договориться вы можете. Может быть, есть тот вопрос, который вам нужно изучить. Или, мои дорогие, сказала бы так, не тратьте деньги в принципе. Не участвуйте в азартных играх. Легкие деньги опасны на весь период Плутона в Водолее, помните. И сегодняшнее время, последние уже дни пребывания Плутона в Козероге – это не лучший срок, правда. Поэтому только то, что надежно, у вас выпадает аркан Иерофант. Здесь не получится какая-то игра вслепую и именно с деньгами. Можно проиграть. Но по части личной жизни пятерка пентаклей иногда говорит, что могла быть и ссора с вашим партнером, с важным человеком. Не нашли взаимопонимания. Тогда вы можете как раз договориться. Может быть, некоторые очень важные разговоры вам нужно, как-то более откровенно осуществить, глядя друг другу в глаза. Или для кого-то определиться, нужен вам этот человек или нет. Вы видите вместе с ним прогресс или нет. Хотя я допускаю, что это для малого количества людей. Почему так говорю? Здесь могут быть попросту, какие-то как дискомфорт, мелкие недоговоренности по части денег в личной даже жизни.
Но это не крупная карта, это то, что преодолимо, мои дорогие. Поэтому переложите на свою жизнь, как это может проигрываться у вас. И если правда, какая-то дистанция, потому что вы все в некоторых семейных вопросах или вашей пары не договорились там по деньгам. Один хочет купить одно, другой это покупать не хочет. Или не считает это правильным, потому что финансовая сейчас ситуация, она требует другого. Значит, ну, где-то вы можете преодолеть этот барьер и поступайте, как вы считаете нужным. Вот может быть и так. Может быть, это как была какая-то дружба или взаимоотношения, когда что-то не сложилось, мои дорогие. Такое тоже могу предположить. Кто-то, может быть, из ваших семейных не будет в восторге, что вы будете очень заняты и именно по решению каких-то своих личных тем или вот та самая миссия. Тогда будьте к этому готовы. Просто держите эмоциональный баланс. Придется вам где-то быть лояльными или уходить от прямой конфронтации. Вот это я могу предположить. Давайте откроем карту «Совет». Есть желание что-то осуществить. Да, с нами могут быть не согласны, но самое главное, о чем нам говорит 15-й аркан. У вас хватит физических сил что-то преодолеть. То есть физическая форма, даже несмотря на усталость, на большую занятость или много общения от людей тоже. Ведь иногда можно устать, правда, когда мы еще и работаем в каком-то таком режиме нон-стоп, да и людей много, самых разных, с разными характерами. Есть такое. Поэтому уставшие люди делают ошибки, отдыхая, чтобы быть более ресурсным. Но по части физической формы здесь как раз 15-й аркан вам поможет. Единственный момент. Нам говорят, не переусердствуйте с вашими эмоциями, не переусердствуйте с доказательствами. Лучше хранить молчание, хранить нейтралитет, хранить собственную тайну. Ведь всегда какая-то игра идет. Посмотрите, сколько у вас старших арканов. Здесь словно судьба вас может проверять на прочность. И если мы каким-то проектом загораемся как идеей, с одной стороны, это прекрасно. Но с другой стороны, если не делать ничего чересчур, нам советует карта иначе. Если мы чересчур, опять же, самоуверены или самонадеянны сами в себе, мы не видим некоторых помех или мы не видим собственных ошибок. И тогда мы можем превратиться в вот эту марионетку, которую по 15-му аркану дергает за веревочки. Мы словно заложники собственных желаний. Может быть, для кого-то из вас это проиграется, что вы даже из лучших побуждений хотите кому-то помочь. Но рядом Верховная Жрица. Будьте мудры. У вас будет безотказно работать интуиция. Слушайте ее. Ваше шестое чувство вам будет давать очень правильное как и направление, в чем действовать, так и в методах, как действовать. И это, пожалуй, самые важные подсказки, как и обойти какие-то преграды, не повторить какие-то ошибки, для себя осуществить вот этот путь наверх, к путь солнцу, или уйти от того, когда вам могут предложить заведомо какой-то проигрышный вариант, но будут выдавать его за что-то уникально чудесное. Вот есть и такое, когда нас словно пытаются соблазнять, мои дорогие. Вот вас тоже, мои дорогие рыбы и рыбки, буквально кто-то может соблазнять, а вам нужно быть вот так беспристрастно холодными. Может быть, первый вопрос задать: а что человеку от меня нужно? Иногда помогает. Ну, я, конечно, отчасти шучу, но сложная энергия. Есть и возможности удивительные, но какая-то внутренняя реорганизация и осторожность. В помощь интуиция у вас тоже может сложиться. Поэтому вы люди очень мудрые, рыбы знают все, правда. И поэтому, видимо, какие-то острые углы или ненужные ситуации, барьеры вы точно обойдете, я не сомневаюсь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.